Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость. Я с удовольствием его представляю. Это Брэндо Тамайо, директор по медицинским вопросам медицинского центра Falck, гражданин Великобритании. Ну и понимая, что сразу возникают вопросы, каким образом оказался в Владивостоке гражданин Великобритании, чем он занимается. Поэтому сразу об этом спросим у него, что собой представляет медицинский центр Falck и каким образом он оказался в Владивостоке и каким образом Брэндо тоже оказался в Владивостоке. Пожалуйста. So the first question to you, what is Falck? Can you tell about the medical center? Can you tell why we chose Vladivostok for that purpose and why did you come here? Thank you. Добрый день. Falck is a very large Northern European healthcare provider. Falck — это вообще очень крупная организация здравоохранения в Европе. With an interest in providing good polyclinic and emergency healthcare across many parts of the world, including Kazakhstan and Asia and Australasia. We came to Vladivostok to open a new type of facility with both polyclinic and emergency services, as well as inpatient facilities. Falck предоставляет вообще и поликлиничные виды услуг, и неотложную помощь по всему миру, включая Казахстан и какие-то страны Азии. Сюда, во Владивосток, они приехали с целью открыть первый такой медицинский центр, который бы совмещал в себе и поликлиничные услуги, и стационарные услуги, потому что до этого это как-то все разделялось. И в каком году это было? Когда приехали во Владивосток? When did Falck people first time came to Vladivostok? Probably about 2 years ago. Около 2 лет назад. The idea came out of our general director, Juliana. Идея вообще пришла от нашего генерального директора Пожитковой Юлианы Александровны. She had previously been involved in healthcare tourism activities and felt that Russians should not have to go abroad to get good healthcare. До этого ее опыт работы был связан с медицинским туризмом. Поработав в этой области, она, собственно, поняла, что российский народ должен ездить за лечением не за границу, а должен лечиться здесь, у себя в стране. There are many things Russians were going outside for to Singapore and Korea, which should be provided in Russia. Absolutely. Есть очень много услуг, за которыми наши граждане обращаются в Сингапур, в Корею, но которые могут оказываться здесь. And so the feeling was that many of these things, such as a good clean facility, good standards, can be provided within Russia if the organization takes some Western ideas and creates a symbiosis with Russian capability of medical care. И, в общем, было принято решение, что здесь у нас можно создать медицинский центр с хорошими условиями, с хорошим качеством оказываемых услуг, просто взяв за основу несколько европейских стандартов и идей, и вот именно на этом симбиозе нашей российской медицины и каких-то европейских традиций построить медицинский центр. То есть вы хотите сказать, здесь в Владивостоке мы имеем стандарты европейские медицинские, медицинское оборудование? So we are working according to international standards here, yes. And we are using international equipment. Yes, we are. The platform, the facility, has a very large amount of Western equipment. Our X-ray, MRI, CT machines are all by General Electric. Our hospital beds are Italian. Many of the facility equipment is foreign. The doctors and nurses are of course Russian, but the equipment is good. The processes we try to work to are international. So I think we give a very good standard of healthcare compared to a Russian provider who uses Russian equipment, Russian processes and Russian staff. Оборудование, безусловно, международное, в частности, это касается компьютерного томографа, аппарата МРТ, рентгенаппарата, да и многие другие.
Также мы стараемся следовать в своей работе каких-то международных стандартов. Доктора, конечно, наши, российские. Вот. Но доктор Брэндо говорит, что как раз за счет наших хороших рук и за счет международного оборудования, признанного во всем мире, удается построить хорошую работу. If you think of us to be a vehicle, a car, for example, we like to think ourselves to have a Russian driver, but we're driving a Mercedes-Benz on a very good road, as opposed to some clinics which are a Russian driver in an older Russian car on a very poor road. You see the difference? Если сравнить нашу клинику, да, с автомобилем, доктор Брэндо говорит, что мы предпочитаем российского водителя, но управляющего каким-нибудь Мерседесом, едущего по хорошей дороге, нежели российский водитель, управляющий каким-нибудь стареньким автомобилем. То есть вот в этом разница, можно сказать. Тогда вот это такой вопрос. Мы тут давно живем в этой стране, как-то привыкли, ну, что там, греха таить, иногда ругать свое и считаем, что наши врачи, так сказать, хуже, чем за границей. Особенно смотрим всякие сериалы там, про доктора Хауса, например, и так далее. Так вот, спросите у Брэндо, пожалуйста, вот как ему кажется, показались наши врачи? Они действительно квалифицированы или их пришлось очень сильно переучивать? So you know, a lot of Russian people, they think that they are our doctors, they are worse than European doctors or doctors in some other countries. So what do you think about our doctors? Did you have to learn them a lot, to teach them a lot? Yes, I think the perception is that Russian doctors by Russians are a lower standard. It is not the basic level of skill or knowledge that is the problem in Russia. It's the equipment and it's the processes. So a good Russian doctor is well trained. A good Russian doctor understands international treatment protocols, but he needs access to a good facility, he needs access to good equipment, he needs access to good drugs, and he needs access to a good flow of patients and good processes. We provide all these other things, and then the Russian doctor comes with his good skill. So the fault is not the Russian skill or training, it's the whole process, the whole organization. Доктор Брэндо с вами согласится, да, действительно есть такой стереотип, вот, но поработав какое-то время уже в нашей стране, он может сказать, что навыки и знания хорошего доктора, да, с хорошим опытом, они находятся на достаточно таком серьезном уровне. Проблема здесь вся не в нехватке какого-то, не в нехватке образования, а здесь проблема вся в нехватке оборудования, которое должно быть, и в неотлаженности всех процессов. Потому что когда мы начинаем знакомить докторов даже со всеми международными протоколами работы, они все их очень хорошо знают. То есть здесь действительно доктор Брэндо видит проблему системы в целом. Понятно. И вот насколько удалось с его точки зрения вот эту вот европейскую систему стандартов перенести на нашу почву? Это вообще трудно было или нет? Was it complicated to try to implement European standards here in Russia? And how do you think, did we reach success or not? This is a question about culture. How organizations, how people do business, how they operate, the assumptions they make when they work are different across the whole world. I think the main area of focus which we found difficult, but we believe we are achieving, is the focus of attention to the patient as a customer. So customer service, treating people with respect, is not necessarily something the Russian healthcare system has done a lot of in the past. This is an area we're focusing on very much, and we are achieving, I think, some good results. Доктор Брэндо говорит, что как в любой области, наверное, как в любом бизнесе есть свои сложности. И для нас самый такой важный момент – это отношение к пациенту. Пациент, в первую очередь, он, конечно же, наш клиент, поэтому мы должны к нему относиться должным образом, с уважением, и стараемся вот как раз работать над оказанием качественных услуг. Пока, наверное, еще не достигли желаемых результатов, но очень упорно работаем в этом направлении. Хорошо. Вот и я бывал в вашей
клинике Falck. Мне, в общем-то, понравилась обстановка, понравились интерьеры и так далее, и тому подобное. Но я там был в качестве, так сказать, наблюдателей, а не в качестве пациента. Вот такой вопрос. А пациенты, которые к вам придут, они вообще на какие услуги, ну, то есть кроме того красивого внешнего вида и так далее, допустим, внимательности персонала, еще на что они могут рассчитывать? So, Alexander was in our clinic, but as a guest, not as a patient. And he would like to ask what patients can receive in our clinic, excluding pleasant atmosphere, comfortable conditions, and so on. Specifically, we have a wide range of services available from the polyclinic. We have a wide range of treatments available as an inpatient or an outpatient. But specifically, what the benefit to coming to us is access to our services, a willingness to listen to you as the customer, and a real want to provide the services you want in the way you want them to be provided. Ну, в первую очередь мы можем предложить широкий спектр как поликлинических, так и стационарных услуг. И главное наше преимущество, наверное, в том, что услуги доступны по большей части в любой день и время. И наша самая главная цель – это оказывать те услуги, которые вам действительно нужны, и в том виде, в котором они вам нужны. Понятно. А вот скажите, пожалуйста, Брэндо, насколько вообще рентабелен такой бизнес, частная медицина в России, да? Вообще оказался выгодным ли этот бизнес здесь, или тут возникли какие-то проблемы? How profitable is the private medical centers in Vladivostok? How profitable? I think the answer is that private healthcare in Vladivostok can be profitable. It's not one of those industries where people are going to walk away with billions of rubles in profit. You need to want to do the business for the sake of the business. You need to want to do healthcare because you want to provide better services to people. The profit in healthcare, private healthcare, is not just the money, but it's literally the feeling that you're doing good work and you're in a good ethical business. Ну, доктор Брэндо лично считает, что частные медицинские клиники и вообще частный бизнес может быть достаточно прибыльным, но как бы здесь речь идет не о миллиардах, которые можно зарабатывать. Это, если так можно выразиться, бизнес ради бизнеса. То есть ты не можешь заниматься медициной и оказанием медицинских услуг, если ты в этом не заинтересован. То есть в первую очередь наше богатство в том, что мы хотим оказывать хорошие, качественные услуги людям. Ну, понятно. Ну, в общем-то, рентабельно это производство, так скажем, здесь, на нашей почве. But can you answer the question? Is it profitable or not? Is it profitable? I mean, yes, healthcare is profitable in Vladivostok, but certainly in terms of the amount of profit, there are certainly businesses which are more profitable than us, not healthcare, but other types of businesses. But as I say, there are fewer businesses where you maybe get a feeling of satisfaction of providing a good service. Ну, скорее, наверное, все-таки рентабельный бизнес. Конечно, добавил доктор Брэндо, что есть и более рентабельные и прибыльные, да, но в целом очень все неплохо. Ну, понятно. Вот такой вопрос. Ну, мы заговорили о деньгах, о бизнесе. Понятно, сейчас такие времена непростые, кризис. Я так понимаю, кризис, он сейчас во всем мире, не только у нас. Кризис и в Великобритании, я так понимаю, и в США и так далее. Ну, знаете, перейдите эту часть. So we started to talk about money, and Alexander would like to say that now there is a crisis in all over the world, including Great Britain and United States of America. Вот. Ну и когда в кризис человек, не знаю, как в других странах, человек вообще думает о своем здоровье, потому что, собственно, болеть значит тратить деньги, да, либо на лекарства, либо на лечение и так далее. Ну, тут, And in time of crisis, people start to think about their health even more carefully because they need to spend money for that. Ну вот подходы какие могут быть
вот многие мои соотечественники исповедуют, либо я занимаюсь профилактикой, да, пока еще здоров, там хожу в спортивные клубы и так далее. Some people they try to prevent diseases, going in for sports and be healthy. Кто-то, значит, даже если заболел, старается заниматься самолечением. Тем более сейчас вот есть интернет, можно заглянуть, какие-то рецепты найти, какие-то лекарства без рецептов. Try to find some national ways of treatment. И идут, да, допустим, в клинику, тот же Falck, только в крайнем случае, когда же, как говорится, одной ногой в могиле. Вот в связи с этим вопрос, собственно, какой подход лучше всего, вот, и как вести себя человеку, который действительно печется о своем здоровье во время кризиса, денег ему жалко, и себя жалко, и вот как поступать. So what is the best way to be healthy, in your opinion? There's clearly two ways to be healthy. One is to understand and be educated into what's healthy, healthy lifestyle, exercise, a healthy diet, no alcohol, no smoking, no heavy eating of red meat. The second way is to have a moderate lifestyle where you understand the risks, but then you involve yourselves with medical checkup programs, for example, of which we offer these services as do many hospitals. Ну, доктор Брэндо сказал бы, что в его понимании существует два понятия быть здоровым. Первое – это полностью иметь представление о том, что такое быть здоровым, о здоровом образе жизни. Это заниматься спортом, придерживаться правильной диеты, там, не есть жирного, высококалорийного, не курить, не употреблять спиртных напитков. Вот, и ты будешь здоров. И второй вариант, когда, например, человек ведет не очень здоровый образ жизни, скажем так, но тем не менее он регулярно проверяет свое здоровье, проходит определенные программы обследования, которые нацелены на ту или иную область организма, либо на состояние здоровья в целом, что, собственно, мы тоже предлагаем у нас в медицинском центре. То есть, если я чувствую себя не очень хорошо, я могу прийти в Falck и пройти какое-то обследование, как говорится, это у нас. So if the patient doesn't feel, if patient feels himself unwell, he can come to us and choose any checkup program. Of course, of course. A patient can come to us and ask advice, which checkup program you think I need. But if they have a specific problem, then we can tailor that to them. Or they can come and say, this is my lifestyle, what checkup program should I have? Конечно, пациент, любой человек может прийти к нам, если у него есть какая-то уже определенная проблема, да, в какой-то определенной части тела, скажем так, он может объяснить все доктору, и доктор посоветует, какую программу обследования ему выбрать лучше. Или может просто прийти, обрисовать свой образ жизни, и в таком случае тоже доктор подскажет, что ему лучше, какую программу пройти. Понятно. Ну, смотрите, в Владивостоке вот эта проблема, она, по-моему, до сих пор не решена, она еще была в советское время, и она сейчас есть проблема узких специалистов. Действительно, их не хватает. Вот недавно моя супруга, например, столкнулась с тем, что нужен был пульмонолог. В городе нашли 4 человек. В результате она к одному из них сходила. Сразу скажу, это был не Falck. Но и была очень разочарована. То есть вот эта проблема как-то Falck'ом решается с узкими специалистами. We still have problem in the city with a lack of narrow specialties. For example, Alexander's wife, she needed a pulmonologist, and they found only 4 doctors in the city. She came to visit one of them, and she was not satisfied. How can we solve this problem in our medical center? You're right, it is a difficult area. Now that we have been operating in our present form about a year, we're looking to develop our services. One way is to send our doctors out to train, and the second way is to bring doctors in from other places to work in our facility. For example, we've recently employed a full-time doctor who was trained in both the West and in Moscow, and he's originally Armenian. And secondly, next month we send 2 of our doctors to Sardinia for training and for experience in a Western hospital.
Доктор Брэндо с вами абсолютно согласен. Такая проблема в городе есть. Как мы пытаемся ее решить? Ну, в первую очередь мы стараемся как можно чаще отправлять наших докторов на какие-то тренинги или привозить иностранных специалистов с тренингами сюда. Вот. Из последнего, что произошло, мы взяли на работу доктора-рентгенолога, который из Армении, и сейчас вот в марте месяце отправляем 2 наших специалистов на тренинг в Италию, чтобы они там почерпнули какие-то знания и привезли их сюда. These are not quick fixes. These are not things that you can fix overnight. You've got to be prepared to look into the longer term. We are planning a longer term proposition in Vladivostok, so we're happy to look at sending our doctors out, maybe even for up to 6 months or even longer, for the right doctor, for the right level of training, to give ourselves the future capability. Такая проблема, она в один день не решается. И мы уже сейчас смотрим наперед. То есть нам не жалко отправить нашего специалиста, если он подает какие-то надежды, на тренинг на 6 месяцев или даже больше, чтобы потом вследствие мы могли оказывать людям те услуги, которые они именно в которых они именно нуждаются. То есть, я так понимаю, здесь, в Владивостоке, клиника Falck каким-то образом изучает еще и местный рынок, местные особенности, каким-то образом планирует свою деятельность, чтобы эти проблемы, так сказать, решать. So as far as Alexander understood, for the moment we are doing some kind of market research. We try to identify lack of specialties, and we try to train our staff. Yes, it's the market research we've done to understand this is not necessarily had to be very in depth. I think we all in the healthcare sector within Vladivostok know where there's a shortage of specialists. What we've got to do is find the right doctor who wants to work with us in the longer term, who's got the right attitude and the right potential for us to want to send him outside for a significant period of time with a significant investment. So yes, identifying those doctors was important, but finding the right individual to work with us was also important. We are absolutely committed to providing good training for doctors and good services for patients. Ну, действительно, наверное, да, ни в какой другой области нет такого недостатка специалистов, как в медицине, и мы проводим такое подобие, да, исследования рынка. Доктор Брэндо говорит, что помимо того, чтобы определить, какой специальности в городе не хватает, нам еще нужно подобрать хорошую кандидатуру, чтобы вырастить специалиста. Конечно. Ну, как бы для этого мы не жалеем ни средств, ни времени. То есть каким-то образом клиника Falck сотрудничает с местным университетом медицинским? Do we collaborate with our medical university? We have got some collaboration with the medical university. It's in its early days. For example, there is a medical competition that we're sponsoring some prizes for, and I'm the chairman of this medical commission for the prize. So we do have collaboration. It's in its early days, and I want to move that into the future and develop this further. Ну, мы стараемся сотрудничать с нашим медицинским университетом. Пока только начали. Вот первое мероприятие, в котором доктор Брэндо будет участвовать, это какая-то медицинская конференция. Вот она весной должна состояться, то ли в марте, то ли в апреле. И доктор Брэндо, он будет членом экзаменационной комиссии, можно так сказать. Вот, но стараемся развивать эти отношения. Пока только начали. Чтобы, возможно, потом найти сотрудников и среди интернов, которые... Because it's possible to find some good candidates from the students. Absolutely, absolutely. We are in the early days of our operation here. We've been operating about a little over a year now, but in terms of operating at pace and at a good capability, it's less than sort of 8 months or so. Now we've been operating for a while, we know how we need to move forward, and these kind of collaborations with both state healthcare but also with education and medical institutions like the medical university are important, and we will develop these further over time. Согласен, доктор Брэндо, с вами абсолютно. Просто почему мы не сделали этого раньше? Потому что работаем сравнительно небольшой период времени, то есть
год назад мы открылись, а в полном объеме работаем всего лишь только месяцев 8. Вот, но у нас уже есть какой-то план по дальнейшему развитию и сотрудничеству с полезными учреждениями, вот такими как медицинский университет. Прекрасно. Ну вот мы, конечно, понимаем, что наша медицина отстала сильно и не сильно от европейской, от мировой. Вот хотелось бы спросить у доктора Брэндо, с его точки зрения, наша медицина насколько сильно отстала от, так сказать, мировых стандартов? Какой путь еще нужно проделать, чтобы, то есть, на этот уровень подняться? So probably our Russian medicine is a little bit old-fashioned comparing with the European. Could you say something about the difference? The differences are not as profound as you believe. For specialties like cardiology, for example, or oncology, your doctors, Russian doctors, are as up to date as anyone in the world. Разница не такая большая, по мнению доктора Брэндо, как мы с вами думаем. То есть в таких специальностях, особенно как кардиология, онкология, наши доктора, они находятся по знаниям на том же уровне, что и доктора во всем мире. То есть они владеют всей современной информацией. Where your doctors generally have problems is access to, for example, medicines, access to technology, or access to the kind of facilities that can give them the best results. И проблема, вот в чем нашу проблему видит доктор Брэндо, это нехватка действительно какого-то оборудования, доступность его в России бывает проблемой, и доступность медикаментов, потому что некоторые препараты, которые есть в Европе, они просто не продаются у нас на рынке. And the second thing for why perhaps people believe that the outcomes are less good in Russia is that actually people in Russia are a little bit less healthy. They wait longer before they go to see the doctor, and they present with their diseases much later than many other countries. И, может быть, наши люди имеют такое мнение о нашей медицине просто потому, что они намного позднее обращаются к докторам, чем люди во всем другом мире. То есть приходят уже с более запущенными формами каких-то заболеваний. Russia is a country full of people who cope. You cope with the climate, you cope with seasonal change, you cope with political change, and they cope with their health problems for long periods of time before they go to the doctor. Ну, доктор Брэндо бы сказал, что русские люди – это люди, которые привыкли со всем справляться. Справляться с климатом, справляться с политической ситуацией в стране, справляться с какими-то изменениями в их жизни и справляться со своим здоровьем, с какими-то недомоганиями. И потом, когда они уже обращаются за помощью, уже бывает поздно. So sometimes the results are less good in Russia, but not because the doctors are less good, but because there are different challenges in Russia than there are to Western Europe or North America. Ну, доктор Брэндо согласится, что часто бывает, что результаты лечения у нас не настолько хороши, но это не потому, что наша медицина более отсталая, а просто потому что, опять же, система, опять же, мировоззрение людей, которые поздно обращаются за помощью. It's very hard to give a direct comparison to say healthcare is better in America or better in Europe than Russia. It's very difficult to make that direct comparison because it's many factors involved. Но вообще, доктор Брэндо говорит, очень сложно сравнивать медицину в разных странах, потому что на нее влияет огромное количество факторов. Ну, тогда такой вопрос. В принципе, сам доктор Брэндо когда пришел в медицину, мне интересно, и как у него началось? Question about you. When did you come to the medicine? Into medicine or into Vladivostok? Into medicine. Into medicine. I came into medicine in the late 1980s. Доктор Брэндо работает в медицинской области с 1980-х годов. After a career in another industry first. Первым делом он вообще строил себе карьеру в абсолютно другой сфере. I started out life as a commercial diver. Начинал он свою жизнь, свою рабочую карьеру как дайвер. And then to work offshore in the oil industry in the 1980s, you had to be an engineer or a medic, and I became a medic, like a felcher. And then I thought I like medicine. Вот, а чтобы работать на побережье
в те года, в 80-е, доктор Брэндо говорит, нужно было быть инженером или медиком. Ну, я и пошел. Вот он, собственно, и пошел в медицину, и ему это понравилось. I then found myself in the Navy for 20 years. Потом в течение 20 лет он работал в военно-морском флоте, служил. And I left the Navy, the British Navy, in 2010. И в 2010 году он закончил службу в британском военно-морском флоте. And I worked mainly for the state, the British state healthcare system, for a couple of years before I ended up working for Falck in Vladivostok. После этого где-то еще пару лет работал он на британское государство и потом оказался здесь. Предложение от кого поступило и долго ли думал доктор Брэндо? Who did you suggest to come to Falck, and how long did you think about this suggestion? Who? Sorry, what's the? Who made the offer about the job? Falck. The organisation behind Falck Medical Vladivostok is two parts. One is a company, a financing company in Hong Kong, and the second is Falck. And the investment director from Hong Kong made an approach to me directly and said, would I like to come to Russia? The question wasn't, would I like to come to Russia for a week, a month, a year? It was, would I like to come to Russia? And the answer was yes. So there's no end date for me being here. Ну, доктор Брэндо для начала хочет сказать, что проект изначально построен на средства двух компаний, одна из которых компания Meridian Capital, у которой головной офис находится в Гонконге. И доктор Брэндо получил предложение, собственно, от инвестиционного директора, от руководителя проекта. И вопрос состоял не в том, хочет ли доктор Брэндо приехать сюда на месяц, на год, еще на какой-то период времени. Вопрос просто был, хочешь ли ты приехать в Россию? И он согласился. So I have a personal commitment to making this the best project I can. And for example, if I got ill tomorrow, I will be having healthcare in my own clinic. И доктор Брэндо, собственно, у него личная заинтересованность, чтобы проект был удачным, и говорит о том, что если он завтра заболеет, он бы хотел полечиться только у нас. So I will be using my own services, so I have a vested interest in making this the best I can. Secondly, I have a number of Russian friends, not working at the company, but otherwise. I do need to make this the kind of place I can tell my friends come to. И за достаточно небольшой вот период времени, который доктор Брэндо здесь, у него появились уже русские друзья, и он бы хотел с гордостью и смелостью, если вдруг они заболеют, рекомендовать им прийти и полечиться у нас. Ну, как говорится, чтобы не заболели, постучим 3 раза по дереву. It's, you know, it's kind of Russian tradition. If you don't want something to happen, you don't want to get sick, you should. I have been told. I've been told many times, don't talk about 3 things: health, love and happiness, because if you talk about those things, it will never happen. Доктор Брэндо говорит, что тоже за свое время пребывания в России не раз слышал, что не нужно никогда говорить о 3 вещах. Первое — о здоровье, второе — о любви, третье — о счастье, потому что если ты будешь об этом много говорить, этого никогда не произойдет. So this is the differences in culture. In Western Europe, we like to talk about these things quite a lot. Это тоже, можно сказать, различие такое в нашей культуре и европейской, потому что в европейской культуре они любят много говорить и о любви, и о счастье, и о здоровье. Не, ну, русские тоже много говорят, но, как говорится, под хорошую закуску, да, в определенной обстановке. You know, Russians, they also like to talk about that, but in a good company, drinking some alcohol, having good talk. Yes, I've sampled a little bit of Russian hospitality, and it is indeed very warm and welcoming. Доктор Брэндо испытал тоже на себе наше российское гостеприимство, вот, и очень ему все понравилось, очень тепло, действительно, и приятно себя чувствует. Ну, давайте тогда задам последний вопрос. Он, наверное, традиционный, мы всегда задаем гостям, которые приезжают в Владивосток. Ну, как город вообще, как показался, как живется в этом городе? The last traditional questions to all the guests of the city. How did you like our city? I really like Vladivostok. I visited many parts of Russia. And Vladivostok is an interesting city.
I live in a port in Britain. I mean, I was in the Navy for many years, so I understand the maritime environment. And I think as a port, it's busy, it's interesting, it's diverse, and there are still many things I want to explore in the city and the surrounding area. Доктору Брэндо действительно очень нравится наш город. Это не первый город из российских городов, в которых он побывал. Наш ему действительно нравится, может быть, потому что он сам родился и прожил долгое время в портовом городе, в Портсмуте. Очень они похожи, занятой город, интересный, развивающийся, и доктор Брэндо еще хочет много чего здесь посмотреть. For example, yesterday I was in Rusky Island and driving back across the bridge back to Vladivostok side, you can look across the sea and see the line of merchant ships at sea. To me, that's a very beautiful sight. Вот. И доктор Брэндо вчера ездил на Русский остров, и когда возвращался уже обратно в город, заехал на мост и посмотрел в морскую даль и увидел целую кучу кораблей, которые стоят. Вот для него это действительно приятный и красивый вид, которым можно наслаждаться. Да, действительно. Ну что ж, большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что она будет, что это не последняя встреча. Alexander hopes that it's not our last meeting and not our last interview. No, thank you very much, Spasibo Bolshoi, and please thank your viewers as well. Спасибо вам большое, спасибо вашим зрителям. Надеемся, вам понравилось. И вам спасибо.